Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о филинах. Что мы знаем о них? Кто-то скажет, филин это филин. Филин птица серьезная. Скорее всего водится в лесу, охотится ночью и уж больно похож на сову, только с ушками. А может это вообще самец совы? Но так ли это? Возможно и нет. Вот поэтому здесь и сейчас мы узнаем больше информации об этих удивительных птицах, филинах. Поехали! И для начала нам нужно разобраться, чем же филин отличается от совы. В повседневной речи слова сова и филин часто употребляются как синонимы, однако с точки зрения биологии между ними есть важное различие. Совы – это обобщенное название всех представителей отряда совообразных, который объединяет более 200 видов ночных хищных птиц. Отряд совообразных делится на два семейства – настоящие совы и сипуховые. Совы разнообразны по своим размерам и облику. Среди них есть как очень мелкие виды, например, домовой сыч, так и крупные, такие как лесная неясыть. А филины же – это не общее название, а обозначение конкретного вида из семейства настоящих сов. А филин обыкновенный – один из самых крупных и хорошо изученных представителей отряда. Он отличается значительными размерами и характерными внешними признаками, что делает его одной из самых заметных фигур среди ночных хищных птиц. Итак, мы выяснили, что все филины это совы, но далеко не все совы филины. Филин отличается от других сов не только размерами, но и внешним видом, голосом, стратегией охоты и экологической нишей, занимая в природе особое место как один из наиболее мощных и выразительных хищников ночного мира. Филин заслуженно считается крупнейшей совой Евразии. Длина его тела может достигать 75 сантиметров, а размах крыльев до 1,80 м. Масса взрослого самца варьирует от 2 до 3 килограммов, а у самок до 4. Для сравнения, большинство других видов сов, обитающих в умеренной полосе, редко превышают 1 килограмм. Этим филин отличается не только от мелких представителей своего отряда, но даже от многих дневных хищников, таких как конюки или ястребы. Внешне филин выделяется рядом характерных признаков. Самые заметные из них – выраженные перьевые ушки на голове, представляющие собой пучки перьев. Уши филина расположены асимметрично. Одно ухо находится выше и направлено вверх, другое ниже и направлено вниз. Эта особенность создает разницу во времени поступления звука и позволяет птице пространственно локализовать источник даже в полной темноте. Он может услышать и точно вычислить местоположение мыши под толстым слоем снега или под землей, просто ориентируясь под микроскопическим временным задержком в миллисекунды. Фактически филин видит ушами, строя в мозге звуковую 3D-карту пространства, уникальная способность среди позвоночных. Также эти пучки играют роль в мимике и визуальной коммуникации с сородичами, а также помогают в маскировке. Цвет глаз у филина ярко-оранжевый или медный. Это отличительный визуальный маркер, тогда как у других сов цвет глаз может быть желтым у истребиных сов, неясытей или даже черным, как у сипух. Зрачки у филина не способны к движению, как у млекопитающих. Они фиксированы в глазнице, а для изменения направления взгляда птица вынуждена поворачивать голову. Зато шея у нее поворачивается на 270 градусов, благодаря особому строению позвоночника. 14 шейных позвонков, у человека, например, 7, и расширенные артерии, обеспечивающие приток крови даже при экстремальных поворотах. Клюв филина короткий, загнутый, мощный, как и полагается хищной птице, приспособленной к поеданию добычи, превышающей ее собственную голову по размеру. Рацион филина чрезвычайно разнообразен и свидетельствует о его позиции на вершине пищевой цепи. Это активный хищник, охотящийся не только на мелких млекопитающих, таких как мышевидные грызуны и зайцы, но и на птиц, в том числе и других сов. Он способен справиться с ежом, лисенком, тетеревом и даже с молодым ястребом. Он охотится бесшумно
и молниеносно, используя эффект полета с минимальным турбулентным следом, благодаря строению маховых перьев. Летит он низко, почти не касаясь воздуха, короткими бросками, словно огромная тень, скользящая над землей или водой. Иногда наоборот, поднимается повыше, чтобы окинуть взглядом пространство, подобно живому прожектору с крыльями. Его глаза не ищут, а вычисляют. Мелькнула тень, услышал шорох, и через мгновение филин падает камнем вниз. Когти, как капканы, вонзаются в добычу, и все решено в 1 секунду. Иногда в порыве ловкости берет добычу на лету. Известен случай, когда филин вспугнул стаю ворон и в ту же секунду, не давая им времени на панику, схватил одну из них прямо в воздухе. Он может охотиться даже за рыбой, ныряя в воду почти как скопа, погружаясь с головой, рискуя своими тяжелыми крыльями, чтобы вытащить серебристый трофей. Но не все филины на это способны. Так охотится дальневосточный или рыбный филин, одна из самых крупных сов в мире и крупнейший представитель своего рода. Именно он в основном питается рыбой. Мелких грызунов и птиц филины глотают целиком. Не разжевать, не перебрать. Кстати, как и все совы, филин не переваривает кости, шерсть и перья добычи. Эти остатки он сглатывает целиком, а затем отрыгивает в виде так называемых пелеток, овальных комочков из несъедобных остатков. Пелетки филина могут достигать до 10 см в длину и содержать скелеты мелких животных практически в идеальном состоянии. Палеоорнитологи и экологи используют их как информационные капсулы. По ним можно узнать, чем питается филин, кто обитает в регионе и как изменилась экосистема. Голосовая активность филина также уникальна. Его уханье низкое, протяжное, звучит гулко и может разноситься на несколько километров. В отличие от других сов, чьи звуки часто напоминают скрипы, посвисты или писк, голос филина легко узнаваем по глубокому уху, которым он обозначает границы своей территории и привлекает партнера в брачный период. Каждый филин обладает уникальной голосовой сигнатурой, определяемой частотой, тембром и ритмикой уханья. Это позволяет самцам узнавать соседей и отличать своих партнеров от чужаков. Самки, в свою очередь, предпочитают самцов с долгим, чистым и низким уханьем, что символизирует о здоровье и силе. В брачный период филины обмениваются дуэтами, которые могут длиться по несколько минут. С точки зрения поведения, филин строго ночной и исключительно территориальный вид. Благодаря тонкому слуху и сверхчувствительному зрению, филин может охотиться при полном отсутствии света, даже когда не видно ни звезды, ни луны. Более того, он способен услышать движение грызуна под слоем снега толщиной до 30 см. Это делает его исключительно эффективным охотником в зимний период, особенно в северных регионах. А впервые филин был описан шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем в 1758 году. Линней определил местом обитания Европу. Типовой экземпляр был пойман в Швеции. Позже, в 1805 году, филин был отнесен французским зоологом Андре Мари Дюмерилем к выделенному им же родам филинов. И это был филин обыкновенный. На самом деле филины обитают на всех континентах, кроме Австралии, и наиболее разнообразны по числу видов и многочисленны в Африке. Филины встречаются на самых разнообразных ландшафтах, от северной тайги до окраин пустынь. Однако ему требуются подходящие укромные места для отдыха и размножения. Птица также неплохо приспосабливается к верховым моховым болотам, глубоким долинам рек, редколесьям, вырубкам, гарям и лесным свалкам. Избегает сплошного сомкнутого леса, но охотно селится на его окраинах и опушках, а также в небольших рощах посреди открытых пространств. Филины в основном обитают в труднодоступных местах. Эти особенности отличают его от более адаптивных видов сов, встречающихся в городских парках и сельскохозяйственных угодьях. Но все-таки иногда филин способен адаптироваться к жизни вблизи человека. Он селится в заброшенных карьерах, на чердаках старых зданий, в промышленных зонах. Ночной образ жизни и бесшумный полет позволяют ему оставаться незамеченным. И в некоторых европейских городах, например в Цюрихе или в Праге, орнитологи фиксируют успешное гнездование филинов прямо в черте города.
Филин является оседлой птицей, обычно всю жизнь проводит на одной территории, и у них в систематике свой небольшой род в семействе совиные, и помимо обыкновенного в нем около 10 видов. Это виргинский филин, африканский филин, пустынный или фараонов филин, абиссинский, капский, бенгальский, магелланов, аравийский филин и даже полярная сова. Как так получилось? До недавнего времени полярная сова считалась единственным видом своего собственного рода, но данные ДНК показали, что она очень близка и родственна филинам, и поэтому вид теперь часто относят к этому роду. Такой точки зрения придерживается Международный союз орнитологов. Однако некоторые ученые оспаривают эту классификацию, по-прежнему выделяя вид в отдельный род. О ней мы обязательно поговорим в отдельном видео. А вот на отдельные виды филинов мы посмотрим прямо сейчас. Это виргинский филин. Виргиния, он же Вирджиния, крохотный штат на восточном побережье США, а пернатого можно встретить и в тундре Центральной Аляски, и в прериях Южной Бразилии. Горы, степи, хвойные леса и мангровые заросли. Птицы везде нашли способы не только выживать, но и процветать. Это третья по размерам сова. Размах ее крыльев достигает 1,5 метра. Таких габаритов достаточно, чтобы атаковать даже крупных животных, больше самой птицы. Ученые не раз фиксировали, как птицы охотились на рысят, щенят, койотов и даже на домашних собак и кошек. Они нападают на броненосцев и американских дикобразов, хотя иногда и гибнут от последних. К тому же виргинские филины – единственные хищники, которые включают в свой рацион скунсов. Ну а значительную часть его рациона все-таки составляют грызуны и зайцеобразные. Одна семья из 2 взрослых филинов и, например, 2 птенцов съедает до дюжины мышей за ночь, чем очень помогает фермерам в защите полей. А это фараонов филин, сова пустыни. Птица, прямо скажем, небольшая. Скромная, кремово-пятнистая, в длину не больше полуметра, а масса не превышает 2 килограммов. Однако даже с такими характеристиками этот филин умудрился стать доминирующим хищником на своей земле. А чтобы этот статус не оспорил какой-нибудь наглый орел или другой филин, пернатый забрался в самые засушливые территории Африки и Аравийского полуострова. Там, среди голых и стертых ветром скал и каменистых пустошей, он чувствует себя королем, потому что другие чувствуют только невыносимую жару. Непривередливость к еде и условиям жизни позволяет филинам строить семейное счастье, не оглядываясь на конкурентов и врагов, просто потому что там их нет. Гнездышко птахи организуют среди скал и камней, в небольших пещерках, ущельях или чужом гнезде. А вот одна пара выбрала своей жилплощадью воистине фараоново строение. Семья филинов устроила дом прямо на египетских пирамидах. А далее наш разговор пойдет о рыбных филинах. Пусть ученые их определили в отдельный род, мы поговорим и о них. Филины значит филины. Пусть и рыбные. Бледный филин или филин веро – обитатель Африки. Это самая крупная сова тропиков, грозный гигант ночного леса. Его размеры внушают уважение. Длина тела превышает полметра, размах крыльев доходит до 1,5, а весит этот ночной странник около 3 килограммов. В мировом табеле совиных рангов он уверенно входит в 4 самых крупных. Есть в нем одна особенность – это розовые веки. Легкий теплый оттенок на фоне бледно-серого оперения, напоминающего пепел, придает ему необычный вид. Зачем природе понадобилось красить ему веки в такие нежные тона? Загадка. Может быть, это какой-то тайный сигнал другим филинам, а может, случайная прихоть эволюции, оставленная без практического объяснения. Живет бледный филин на границе мира, в тропических редколесьях, на опушках африканских лесов, охотится, как и положено истинной сове, в основном ночью. Летает филин бесшумно, а голос его, громкое глубокое уханье, разносится над саванной, над рощами и пересохшими руслами рек, вызывая дрожь в сердцах и двуногих, и четвероногих. Потому что он, даже если отнесен к рыбным филинам, в основном питается млекопитающими, куда входят и грызуны, лисицы и даже несколько видов приматов. Он еще и гроза ежей, в отличие от других хищников, которые боятся острых иголок. А вот кто действительно рыбный филин, так это рыбный филин, он же филин дальневосточный. И судя из названия, маэстро отлова рыбы забрался далеко на восток, в края Северного Китая, Преамурья и
из страны восходящего солнца. Все для того, чтобы его никто не отвлекался своей суетой, шумом и распугиванием рыбы. В этих отдаленных районах филин рыбачил никому неизвестный аж до 70-х годов прошлого века. В такую далекую глухомань он забрался. Филин в рыбалке преуспел так, что впитал в себя все приемы, какие только смог подсмотреть в птичьем мире. Первая его уловка – это гибрид стремительного броска зимородка и хищного захвата орла. Сначала филин терпеливо выбирает позицию, массивный камень, корягу или нависающую над водой ветвь. С этого наблюдательного поста он часами вглядывается в чуть дрожащую гладь, пока не выхватит взглядом тусклый всполох жабьего бока или серебристый изгиб рыбьего хвоста. И вот бесшумный взлет, мгновенный бросок когтями вперед. И ужин готов. Чтобы добыча не выскользнула из лап, филин полагается на особое устройство своей природы. Подошвы его пальцев усеянной крошечными шипами, благодаря которым он удерживает даже самую скользкую жертву. Вторая техника, похоже, пришла к нему от цапель, мастеров стоячей охоты. Правда, длинной шеи и лап у филина нет, да и клюв короток, поэтому метод пришлось адаптировать. Задрав перьевые шаровары, словно деревенский паренек, шагает филин в мелководье. Там, нащупывая или смахивая лапами раков, лягушек и сонных рыбешек, он охотится. А что поймал, тут же в клюв. Рыбалка настолько проникла в жизнь птиц, что даже пара не выбирают по умению ловить жабродышащих. Филины моногамны, и прежде чем навсегда отдать свою лапку и сердце, дамы проводят ухажеры тест. Смотрят, как хорошо или не очень он охотится. Ведь самец будущий добытчик. Во время выращивания птенцов ему придется обеспечивать провиантом и себя, и самку, и их будущих детей. К тому же все филины великолепные родители. Удивительно, но зафиксированы случаи, когда филины принимали чужих птенцов в свое гнездо, например, выброшенных людьми или утерянных других сов. Их родительский инстинкт исключительно силен. Самка остается в гнезде, обогревая и охраняя птенцов, а самец непрерывно снабжает их пищей. Это поведение подтверждает, что у филинов существует сложная эмоциональная и социальная система, не сводимая только к охоте и размножению. Бывало, когда самки филина откладывали яйца без участия самца, но из них, разумеется, никто не вылуплялся. Однако это говорит о том, что инстинкт гнездования настолько силен, что может запускаться даже в отсутствии партнера при наличии подходящих условий. У большинства филинов брачный сезон начинается зимой, в январе-феврале, в зависимости от широты. Это удивительно раннее время для птиц, особенно в северных широтах, где еще лежит снег. Но филин не из тех, кто ждет весны. Его мощное тело хорошо приспособлено к холодам, а ранние кладки позволяют птенцам успеть вырасти до осени. В это время по ночам лес наполняется глухим уханьем. Самцы призывают самок протяжными низкими криками, обозначая свою территорию и потенциальную готовность к гнездованию. У филинов это не просто крик, а настоящая вокальная демонстрация. Каждая особь имеет уникальный голос, по которому ее можно узнать. Если самка отвечает, дело пошло. Птицы начинают обмениваться уханьем, как в птичьем диалоге, иногда долго, на протяжении часов. Эти дуэты играют важную роль в укреплении пары. Филины минималисты. Они не строят настоящего гнезда, как большинство птиц. Вместо этого они выбирают естественное укрытие. Обломки скал, ниши в обрывах, упавшие деревья, старые гнезда других крупных птиц. Важно одно: место должно быть недоступным для наземных хищников и хорошо скрытым от глаз. Самка откладывает от 1 до 4 яиц, чаще всего 2-3. Яйца крупные, белые, с плотной скорлупой, в форме приплюснутого овала. Насиживание длится около 36 дней, и все это время самка почти не покидает гнездо. Она обогревает яйца и охраняет кладку, особенно от ворон и лисиц. В то время вся добыча на совести самца. Он охотится ночью и приносит пищу самочке. Это могут быть зайцы, ежи, утки, даже другие совы. Все, что он может добыть. Некоторые особенно заботливые самцы делают кладовую рядом с гнездом, запасая тушки на черный день. Птенцы вылупляются слепыми, покрытыми белым пухом. Они очень уязвимы и нуждаются в постоянном тепле и охране. В первые недели жизни их кормит исключительно мать, разрывая пищу на куски. Самец продолжает охотиться, и его продуктивность в этот период должна быть максимальной. Через 2-3 недели птенцы становятся более активными, начинают шипеть, кивать, вставать. К этому моменту появляется пух второго порядка, плотнее и темнее. Они уже могут регулировать температуру
температуру тела и меньше нуждаются в насиживании. В 5-6 неделе они выходят из гнезда, делая первые прогулки по ближайшей территории, хотя еще не умеют летать. Это называется вылетание, но на деле это скорее ползание и перепрыгивание. Первые настоящие полеты начинаются примерно к 8-9 неделе. Филины не рождаются с полным набором охотничьих навыков. Молодые птицы учатся, наблюдая за родителями и пробуя поймать мелкую добычу самостоятельно. Родители еще несколько недель подкармливают птенцов, даже после вылета из гнезда. Полную независимость молодежь приобретает к осени. Филины становятся половозрелыми в возрасте 2-3 лет и могут дожить до 30-40 лет в неволе и до 20 лет в дикой природе, если избегут охотников, отравлений или электрических проводов. Они моногамны на протяжении многих лет, а иногда на всю свою жизнь. Пара может использовать одно и то же гнездовое место десятилетиями. Однако такие крепкие семейные отношения не спасают филинов от вымирания. Когда их только обнаружили, они уже были редкими птицами. А все потому, что непроходимых лесов, где обитают птицы, становится меньше, а шума больше. А ведь филин – ключевая фигура экосистемы, незримый регулятор баланса между жизнью и смертью в лесах, степях, горах и даже на окраинах городов. Его значение в природе трудно переоценить. Филин – топовый хищник. Он находится на вершине пищевой пирамиды и играет уникальную роль в естественном контроле численности мелких и средних животных. Филин – это контролер, биологический фильтр, удаляющих слабых, больных, старых особей из природы. Там, где в ветвях ночует филин, жизнь течет правильными руслами. Он держит под контролем численность грызунов, мышей, крыс, мелких хищников, тех самых существ, что в отсутствии сдерживающего начала готовы размножаться без меры, разрушать посевы, вытеснять других животных. Его уханье для них как набат, глухой, тягучий, он плывет над лесом, над речными долинами, словно отсчитывая сердцебиение каждой полевки. Филин – это страж древнего договора между живыми существами и ночной стороной мира. И миру они необходимы, где каждое существо, даже самое тихое и незаметное, или такой грозный хищник, как филин, имеет свое великое предназначение. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.